Привет, друзья! Мне вдруг взбрело в голову, что я очень давно не делала себе дреды. Я очень много времени своей жизни хожу именно с дредами. У меня такие дредопериоды случаются. Раньше они случались часто, примерно раз в месяц. Но сейчас я как-то вообще позабросила эту тему, потому что я 2 месяца работала в офисе, а туда, как известно, с дредами не пускают. Мне захотелось вдруг поделиться с вами некоторыми знаниями о дредах, чтобы вы сами смогли сделать себе дреды, если вдруг вам захочется, и не потратить при этом колоссального количества денег. Ну что, начнем? Какие дреды есть у меня? Это уже готовые дредлоки, которые я сделала сама из каниколона. Каниколон – это такие искусственные волосы. Между прочим, каниколон не так-то просто найти. Он продается только в профессиональных магазинах или на заказ. Такие вот дредлоки, их можно купить уже готовые. Но моя последняя попытка не увенчалась успехом купить, потому что мне просто не понравился их вид. Поэтому я вернулась к старым. А этим дредам уже 4 года. Я их снимаю, потом снова одеваю, стираю, глажу. Я когда захотела купить дреды готовые, то я, в общем-то, купила что-то такое непонятное, тонкое. И у меня на это ушло где-то примерно 2000 рублей. Оно мне все сползало. В общем, мне это не понравилось. Поэтому я вам рекомендую все-таки делать дредлоки самим. Сейчас расскажу вам, как выбрать каниколон. Чтобы искусственные дредлоки были как можно больше похожи на настоящие, нужно подбирать их под тон ваших волос. Мои дреды, которые я делала 4 года назад, они, как видите, светлого тона, потому что на то время я была блондинкой, у меня только нижняя часть волос была такого натурального цвета. Чтобы начесать такое количество дредов, видите, у меня ушло где-то неделя, но я, конечно, не целыми днями этим занималась, там по пару часов в день, допустим, начесывала. Это достаточно нудное занятие, но, может быть, для тех людей, которые любят вязать, вышивать крестиком, подойдет. Если вы покупаете каниколон, то, наверное, в среднем на такой объем нужно будет купить где-то пачки 2,5, может быть даже, нет, наверное, все-таки 3 пачки. Что нам понадобится? Расческа, пашка, я не знаю как это, у меня щетка. Самое главное, чтобы она могла делать ровные проборы. Зажимы, чтобы мы могли зажимать ненужные пряди волос, и они нам не мешали в процессе работы. Резинка, чтобы основную часть волос мы могли завязать. Резиночки, это специальные резиночки для автоплетения и для дредов, на которых, собственно, и будут цепляться к волосам наши дредлоки. И от этих резиночек зависит очень многое, потому что если вы купите плохие резиночки, они у вас начнут лопаться через день после того, как вы заплететесь, и вам придется где-то в абсолютно неудобном месте судорожно это все заплетать, чтобы у вас дред не отвалился. Такой фирмы. 100 штук пачки стоят 70 рублей. И, конечно же, сами дредлоки. У нас чистые, достаточно сухие корни волос, но когда мы будем носить дреды, поскольку мы будем мыть голову реже, чем обычно, то нам нужно позаботиться о состоянии кончиков. У меня волосы проблемные, потому что я их очень много раз красила, пересушивала. Кончики волос осыпаются. Поэтому, чтобы избежать сухости, сечения, я беру обыкновенный просто бальзам для волос, который вам нравится. Я наношу его на сухие волосы прямо под дреды. Идеально, я вам скажу. Когда вы их снимете, ваши кончики даже не заметят, что какой-то стресс для волос был. Да, конечно, вы много волос вычешете у себя из головы. Кончики у вас будут в нормальном состоянии. Это я вам гарантирую, именно благодаря бальзаму для волос, который нужно наносить под низ. Нужно разделить волосы ровно. Я делаю так. Разделяю основную линию по центру и потом уже плету такими дугообразными проборами до макушки, и там уже на ощупь. Но это если я сама себе делаю. Мы начинаем разделять по линии роста волос где-то в сантиметр толщиной. Конечно же, если у вас не очень большой опыт в этом деле, то вам лучше просить кого-нибудь, чтобы вам помогали. Потому что самое сложное здесь это именно разделение, как ни странно. Разделить ее на глаз, на ровные квадратики. Начнем, пожалуй, с этой стороны. Примерно, видите, такая толщина. Опять мы вычесываем, наносим на нее бальзам. Старайтесь, чтобы между вашими дредами не торчали волосы. Впереди, возле лица, я обычно беру дреды потоньше. Наш дредик. Эта прядь у нас разделена на 2 части.
И тут у нас происходит плетение обычной косички, цепляя 2 части волос и 1 часть дреда. Из этого сохраняется ощущение чистого цвета. Главное, подтягивайте поближе к корню и затягивайте посильнее, чтобы оно у вас не сползало раньше времени. И теперь нам остается только зафиксировать. Берем прозрачную резиночку, прозрачную, чтобы не видно было закрепление. Завязываем основание. Главное затянуть потуже, может быть даже, чтобы не торчали краешки волос во все стороны. Первый дред готов. Осталось совсем чуть-чуть. Разделяем дальше такой же квадратик. Поскольку на этой стороне у нас 4 пряди, на второй стороне должно быть столько же, чтобы была симметрия. На самом деле я увлекаюсь парикмахерским искусством. Даже училась на парикмахерских курсах где-то лет в 16, наверное. Поэтому я сама подбираю себе краску, сама делаю тест, сама знаю, сколько мне нужно ее держать, сама стригу себе посеченные кончики. Если вам будет интересно, я вам могу показать, как я это делаю. Основной пробор у нас существует здесь уже. Дальше идет, берете 2 пальца примерно, чтобы вот от этого пробора до следующего у вас было 2 пальца. И проводите параллельно ему. Вторую прядь, как и третью, четвертую до макушки, уже делать немножко легче, потому что тут нам уже не нужно на глаз вымерять. У нас есть уже контрольный пробор предыдущих дредов. Поэтому следующие будут у нас идти быстрее до макушки. Тут уже мы переходим в теменную зону, где уже нифига не видно. Приходится действовать на ощупь. Нужно сейчас мне разделить здесь. Как я это делаю на ощупь? Тут я уже не делаю никаких дуг. Я уже отсюда, где у меня вот тут вот такая штука, да, начинается, я уже делаю вот так, по линиям до самого низа. Получается удобнее разделять, когда ты сам делаешь себе. Тут я просто делаю на ощупь. На эту зону я обычно цепляю самые толстые дреды, а самые тонкие дреды я цепляю на виски. Так вот. 2. Раз. 2 у нас есть. Теперь нам нужно сделать 2 с этой стороны и 2 с этой стороны. И точно так же мы пойдем вниз. Без 15:04 утра на улице уже светает. 2/3 башки уже заплетено. Осталось самое интересное. Обычно самая большая густота дредов, вот я делаю себе так, а она у меня с вот макушки начинается и заканчивается вот этим бугорком на затылке. Эта часть, она у меня самая, в общем, густо заплетенная обычно. А то, что уже после бугорка идет и до самого низа, тут уже можно достаточно крупно разделять, потому что это уже не имеет большого значения. И под вот этой массой ее в основном и не видно. Сейчас у меня макушка самая уже заплетена, и остался только затылок практически. Наконец-то! 4:24 на часах. У меня полная башка дредов. Нам осталось подровнять немножко. Берем наши ножнички, срезаем. Вот что у нас получилось. Это дреды за одну ночь. Моя собака уже даже выспалась. Почти, да, Ге? Сейчас гулять пойдешь? Ты пошутила, ты чего? А мне, судя по всему, пора ложиться спать. На эти дреды вы можете потратить не больше, чем 3000 рублей, чисто на каникалон. Зато вам понадобится достаточно много времени, чтобы начесать их, и где-то часов в 5, чтобы нацепить их на голову, если у вас нет опыта. Мне же понадобилось 3,5 часа, если не считать моментов, когда мне приходилось отвлекаться, чтобы там подзарядить свою камеру или кофе выпить. Если у вас есть еще какие-нибудь вопросы, можете писать их в комментариях. Я обязательно на все это отвечу. Если вам понравилось мое видео и мои советы, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будем оставаться с вами на связи. До новых волнующих встреч!